Всем привет, вы на канале CryptoLevel, и сегодня у нас такой интересный проект, как Axie Infinity, их токен Axios, также внутреннеигровой токен SLP, ну и самое главное NFT в виде покемонов, имея которых вы можете сражаться с другими игроками и зарабатывать токен SLP, который можно продать соответственно на бирже. И сегодня мы поговорим про перспективы инвестирования в этот проект, какие нововведения они вводят, кто ждет эти монеты, как купить, как играть, как зарабатывать и почему именно этот проект, а не какой-то новый IDO, где можно приобрести токены по закупочной цене. И все это детально мы сегодня попробуем разобрать. И давайте начнем с того, почему я выбрал готовый работающий проект, а не какой-то токен сейл. Во-первых, сейчас с просадкой битка на токен сейлах, даже если проекты неплохие, то они выходят не намного дороже, чем вы их покупаете по закупочной цене. А со временем они вообще усредняются. К примеру, возьмем Кибертрейд. На старте мистери боксы продавали за $199. По 10 боксов, по-моему, в одни руки только. Вот посмотрите, мистери боксы сейчас можно Кибертрейда купить за $129. 182, 184. Но люди покупали на старте их по 199. И таких проектов я могу привести множество. Проект вроде бы крутой, спонсоры классные, все класс, но в оконцовке из-за того, что биткоин лежит на дне, смысла в IDO участвовать сейчас немного. А Axie Infinity это готовый работающий проект с миллионами игроков и вход в который сейчас стоит дешевле, чем войти в какое-то IDO. Притом вам еще и монеты заблочат приблизительно на год. Здесь же сейчас вы можете недорого приобрести команду, которую вы в последующем еще сможете сдавать в аренду 50 на 50. Ну или играть самому. А самое главное, цена самой дешевой команды здесь сейчас составит $90. А цена хорошей команды будет приблизительно $250-300. И умелый игрок с такой командой может зарабатывать до 300 рублей в день. И это при нынешнем курсе. Да, еще затрачивая на это 1,5-2 часа в день. Как вам вообще такой расклад? Вы инвестируете в перспективный проект, который должен дать иксы. Получаете при этом команду, которая уже готова за вас драться и зарабатывать каждый день SLP. В общем, давайте по порядку. Разберемся с ценой на эти монеты, разберемся с ценой на NFT, то есть аксиков, на всю просадку и есть ли в этом перспектива. Вот, как видите, я открыл 15-минутный график, 15-минутные свечи точнее, и заходил я в этот проект вот где-то здесь по 1 центу. Он дальше просел на 0,9 цента и дал 50% роста приблизительно за 4 дня. Вот из моих избранных точнее монет, самые большие это SHIB дал 23% и 31% дал SLP. Выше SLP нету ничего из тех монет, за которыми я слежу, по крайней мере. И давайте откроем дневной график. И мы видим, что стоимость этой монеты достигала 30 центов. При том, что биткоин был по 60 тысяч долларов. А мы, кто не знает, ждем биткоин по 120 тысяч. Плюс-минус там 10-15 тысяч. Ну, некоторые прогнозируют и по 200, по 250 тысяч за биткоин. Я беру реальные цифры. И судя по графику SLP, вероятнее всего, что он как быстро упал, так же сам он сможет быстро подняться с ростом биткоина. Но когда я заходил в этот проект, я заходил по 1 центу, когда он падал, и я этого графика не видел. Но я понял, что разработчики этому проекту не дадут соскамиться, что у этого проекта есть перспективы, и к этому мы попозже придем. То есть еще раз, SLP это внутренний игровой токен, который зарабатывает ваши аксики, ваша команда аксиков за бои, и у игроков за 1,5-2 часа в день может быть 200-300, а то и более SLP. При нормальной команде. Больше играть они не смогут, так как у них закончится энергия, но это мы позже еще будем разбирать. Давайте с вами посмотрим технологию игры, за что мы можем зарабатывать деньги, как мы зарабатываем. И дальше рассмотрим, какие нововведения вводят разработчики в эту игру. Итак, смысл игры в том, что вам дают каждый день 20 энергии. И каждую энергию вы можете тратить на один бой. То ли это бой в приключениях, то ли это бой на арене с живыми игроками. И за то вам платят деньги. Приключения разделены на многие уровни, то есть вы начинаете с первого уровня, у вас не прокачанные аксики, и на первом уровне они также будут иметь уровень 1. И с каждым уровнем у них будет повышаться атака и защита. Но это будет только на приключениях. На арене все аксики будут первого уровня, но с разными характеристиками. Есть недорогие слабые аксики, есть аксики подороже, но и соответственно они сильнее. За счет своих навыков и умений
и за счет правильного распределения жизни, скорости и так далее. В общем, в приключениях вам за прохождение первого уровня дают одну банку, за прохождение второго 2 банки, за прохождение третьего уровня, по-моему, 4 банка. И чем выше уровень, тем, соответственно, больше SLP вам дают. Банками геймеры называют SLP. Но за квесты больше 50 SLP в день вынести вы не сможете. Даже если у вас будет прокачана команда и у вас за один бой она будет зарабатывать больше 50 SLP. 50 это лимит. И каждый день вы будете открывать такое вот окно с квестом. Вам надо будет нажать на кнопку начать. И дальше у нас есть условия. Вот 0.10 это за бои на квестах. Вам надо пройти в день 10 боев и выиграть вот 0.5 5 побед. То есть при выполнении этих условий вам еще автоматически вы сможете взять 25 SLP. То есть 50 за квесты и 25 за выполнение этих условий. Ну и плюс 5 выигранных побед вам тоже принесет какие-то SLP. И давайте посмотрим сколько. То есть если у вас рейтинг от 800 до 1000, то вы получаете за одну победу 1 SLP. Если у вас рейтинг от 1000 до 1100, то за победу вы получите 3 SLP. Рейтинг от 1000 до 100 до 1300 вы получаете 6 SLP. И от 2000 рейтинг до 2200 получается 18 SLP за победу. Хорошие игроки с прокачанной командой за прохождение квестов, они за квест за один победу получают 50 SLP, к примеру, если у них там очень высокий уровень. И 19 энергии тогда можно использовать просто для боев с вероятностью 10 побед. Если у вас уровень от 1500 до 1600, 10 побед вам принесут 120 SLP, плюс 50 за квест и так далее. Лучших игроков, которые входят в топ-1000, топ-100, награждают также монетами Axos. Давайте посмотрим тоже на график этой монеты. Одна монета стоит $68 и достигала 160. Да, и также, если у вас на аккаунте больше 10 аксиков, то вам дают в день не 20 энергии, а 30, а если больше 20 аксиков, то 40 энергии. Плюс, если вы спустились ниже 800 уровня, вам не платят ни за квесты, ни за бои. И давайте я объясню, почему я верю в этот проект, что это не скам, что у него есть большие перспективы. И для начала о команде разработчиков. Игре приблизительно 1,5 года и у нее уже 19 сезонов. То есть каждый сезон они вносят какие-то улучшения в эту игру. Это говорит о том, что команда активная и они следят за всем, что происходит и быстро реагируют. И с падением токена SLP они прибегли к крайне радикальным изменениям. То есть это изменит эту игру в принципе. Как новичкам нам это возможно не понравится, но давайте разберемся. Ключевые моменты. SLP в режиме приключений будут уменьшены до нуля. SLP в ежедневных квестах тоже будут уменьшены до нуля. Структура вознаграждений за арену будет значительно изменена. Зачем они это делают? Давайте я вам буду зачитывать отрывки. Вот, как мы обсуждали в этом посте, инфляция SLP была очень высокой в день. Создавалось примерно в 4 раза больше SLP, чем сжигалось в процессе разведения. Поскольку мы создаем больше механизмов сжигания, мы также смотрим, где мы можем стратегически уменьшить выдачу, чтобы сбалансировать экономику. Идем дальше. Только придерживаясь этих принципов, мы сможем работать над созданием будущего, в котором внутриигровые токены будут иметь реальную ценность. Мы знаем, что это болезненное лекарство. Экономика Axie требует радикальных и решительных действий сейчас, иначе мы рискуем получить полный необратимый экономический коллапс. Это было бы гораздо более болезненно. Также будет уменьшена награда за победы, и плюс еще в том, что будут давать награды от 0 до 1000 уровня 1 SLP. То есть такого не будет, что ниже 800 уровня вы ничего не получаете. Также вместо 20 энергии у вас будет 15 энергий, и каждый акси будет давать еще 5 энергии. То есть если вы имеете на аккаунте 4 аксика, у вас будет 20 энергии. Если вы имеете 5 аксиков, то у вас будет 25 энергии и так далее. Таким образом, цена будет увеличиваться и на дешевые аксики, на слабые и на дорогие, то есть более сильные. Давайте подсуммируем, на что заточены эти изменения и что они нам дадут. С такими вроде бы жесткими условиями разработчики хотят полностью убрать все мультиаккаунты, так как очень много людей создают мультиаккаунты, и
играют на 10, на 20 аккаунтов, просто генерируют эти монеты, и они генерируются гораздо больше, чем сжигаются. То есть таким образом сжигание монет будет больше, чем монеты, которые генерируются игроками. Это даст рост монете, привлечет инвесторов, и у игроков не будет также желания их быстро продавать. И после этого, конечно, мы можем предположить, что если при цене биткоина 60 тысяч монета SLP возобновит свое значение в 30 центов, то при стоимости биткоина в 120 тысяч это будет уже 60 центов. Плюс, если ведут эти нововведения, некоторые ждут SLP по доллару. Конечно же, это оптимистические пожелания, но бывает разное. Я занимаюсь биткоином уже около 7 лет, и первая моя майнинг-ферма из 2 карточек была собрана, когда биткоин стоил 800 долларов. Я просто этим хочу сказать, что я видел много интересных вещей, когда мы с товарищем добывали Nexus в соло майнинге и за блок нам платили по 30 монет. Мы эти монеты продавали сначала по центу, потом по 3 цента. И, по-моему, через год или полтора эта монета на память достигла 20 долларов. Конечно, к тому времени у меня этих монет не было, так как мы их сразу продавали. И вот я не помню, то ли 30 монет за блок давали, то ли 24. Ну, это не суть. Также я добывал RXP на разгадывание капч, и у меня было около 3500 монет. Мне это надоело, это было невыгодно. Я их продал на бирже Mercatox, и у меня оставалось там что-то около 7 монет или около 5. И через год я нечаянно вспомнил про эту биржу, зашел на аккаунт и увидел там нормальную сумму денег. И когда я подсчитал, если бы я не продавал этих 2500 монет за копейки, я бы имел 50 тысяч долларов. В общем, в этом рынке всякое бывает. Есть проекты, которые скамятся и ничего не дают, но есть такие проекты, которые могут дать более чем 100 иксов. Ну и если вы хотите заработать, не вкладывайте все в один проект, а диверсифицируйте свои риски. К сожалению, я не вложусь в одно видео, я разделю это видео на 2 части. Также я сделал скриншоты цен, которые были 6-7 месяцев назад на аксиков. И я вам сейчас покажу, какие цены на аксиков сейчас. Стоил тогда средний акси в районе 400-500 долларов. Самый дешевый акси стоил тогда в районе 250 долларов. И чтобы собрать команду, на которой можно было бы зарабатывать деньги, надо было 1200, 1500-2000 долларов. И заработок такой команды составлял 500-1000 долларов в месяц. И я, по-моему, забыл упомянуть, что команда, которая зарабатывает деньги, должна состоять именно из 3 аксиков, ни больше, ни меньше. Потому что если будет меньше, вы не сможете играть. И если вы почитаете новости за полгода назад про Axie Infinity, то в некоторых странах люди просто не работали. Они брали аккаунты в аренду и зарабатывали больше, чем они могли заработать на работе. Такой аккаунт мог иметь не каждый, поэтому были спонсоры, которые закупали аккаунты и давали в аренду людям, которые хотели и умели играть в эту игру. Итак, тут, как вы видите, самые дешевые акции по 30 долларов. Более дорогие, более нормальные уже идут от 50-70 долларов. За 60 долларов вы можете купить неплохого акси для игры. В общем, вложиться в 200 долларов. И в следующем видео вы увидите, как завести сюда деньги без комиссии, так как это все на эфире, как покупать и как выбирать акции эти, сколько я уже заработал на перепродаже аксиков на игре и сколько я потерял и на чем, как и где скачать игру, как создать аккаунт, как играть, как сдать аккаунт в аренду и какие риски при этом бывают. Так что мы с вами не прощаемся, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, кто не подписан, потому что на этом канале бывает много интересного, и увидимся в следующих видео.